Всем привет! И сегодня на канале Светки-соседки я поделюсь с вами, как я делала вот такую гирлянду на камин. А в следующем видео я уже покажу, чем я ее дополнила и как это будет все выглядеть. Первое, что я сделала, это шары для гирлянды. Сотворила я их заранее, мне надо было 11 штук. Такие шарики перепробовала делать разными способами. И выбрала для себя самый оптимальный. Долго рассказывать не буду, просто быстро покажу. Клей ПВА у меня налит в бутылочку из-под йогурта, совсем чуть-чуть на дне, чтобы ниточка проходила через клей. Так, втыкаем иголочку через бутылочку, протягиваем ниточку. Все, поехали. Я засекаю, кстати, время, а потом вам скажу, сколько у меня ушло времени. Теперь я сюда привяжу ниточку и повешу куда-то сушить. Самое основное, что я поняла, вынимать шарик, лопать его, мы будем не раньше, чем через сутки. Он должен очень хорошо высохнуть. Тогда шары у нас получатся именно вот такие хорошие, плотненькие. На изготовление вот такого шарика у меня ушло 3 минуты. Где-то 3 минуты 10 секунд. Прошли сутки. У меня есть вот такая 3-метровая гирлянда на батареечках. Я к ней привязала 3 ниточки. Уж больно она мне казалась хлипкой. Теперь не так страшно и подергать ее. Сейчас я немножко подклею вот сюда ниточки еще. Я долго думала и решила спрятать вот эти батарейки вот в такую коробочку от мыла. Только мы сейчас ее еще приукрасим. Теперь мы будем светодиодные вот эти лампочки уже помещать в наши шарики и делать окончательно гирлянду. Я распределила, где будет 2, где 3 светодиодика, потому что нам не надо 3 метра гирлянды.
Вот и готова уже наша гирлянда. Но в следующем видео я ее буду дополнять. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. Большое вам спасибо за просмотр.